Как отразится вступление России в ВТО на отечественном рынке трубной продукции? Расширит ли вступление России в эту организацию возможность компаний ТЭК? Будет ли способствовать вступлению в ВТО повышению конкуренции в сфере производства трубной продукции? Эксперты отрасли полагают, что в новых условиях отечественный ТЭК может получить серьезные преимущества вследствие снижения пошлин на трубы, различные виды которых используются как для строительства нефти и газопроводов, так и для бурения и эксплуатации скважин. Обычно металлургия называется в числе секторов, которые, очевидно, выигрывает от вступления в ВТО, но ситуация там не столь проста. Если мы посмотрим на, скажем, рынок труб для нефтяной промышленности, то мы выясним, что сейчас где-то 2/3 потребностей отечественных нефтяных компаний удовлетворяются российскими производителями. Значит, собственно, их всего по большому счету 3: ТМК, ОМК и ЧТПЗ. Значит, где-то там меньше трети трубной продукции мы импортируем. Это связано с тем, что часть труб, необходимых для нефтяной промышленности, в России просто не производятся, не научились пока еще, а часть просто выгодно ввозить, даже несмотря на наличие 15-20% таможенной пошлины. В силу вступления России в ВТО пошлины будут существенно снижены, и у наших металлургов возникнет серьезная конкурентная проблема, прежде всего связанная с украинскими конкурентами. Сейчас мы квотируем доступ украинских труб в Россию вне квот, которые являются, по сути, политическим моментом и, так сказать, вытекают из межправительственных соглашений России и Украины. Мы вводим там запретительные пошлины до 38%. Соответственно, эти возможности у нас в связи с вступлением в ВТО как бы существенно сократятся для подобного рода протекционизма, и конкуренция для российских производителей труб существенно ужесточится, усилится. Ну, можно сказать, что от этого выиграет потребитель, то есть нефтяная промышленность, наверное, так и есть, но если мы говорим о металлургии, то, в общем, так сказать, ее владельцам есть о чем задуматься в связи с ужесточением предстоящим конкуренции. ВТО в трубной отрасли – это толчок для вмешательства государства. С какой целью? С целью строительства новых трубных заводов в восточной части. А об этом-то никто не говорит, хотя Япония не спит. А не поговорить ли с японцами по поводу возможного участия японской стороны в строительстве металлургического завода, например, на одном из 4 Курильских островов? А почему бы нет? И пусть Япония думает, ну мы же предложили. А вы о мирном договоре и о спорных территориях. Мы сегодня движемся в фарватере единых правил, установленных в ВТО. А мне представляется, что присутствие государства в трубной отрасли должно быть ориентировано прежде всего на создание новых капитальных мощностей. И на модернизацию ныне действующих. Опять же в соответствии с требованиями потребителей. Вопрос. Где деньги? Ответ. Мы, как Кощей над златом, чахнем над почти 5 триллионами рублей резервов. Почему мы их вкладываем в американские гособлигации под 1,5% годовых? Вместо того, чтобы развивать российскую промышленность и инфраструктуру, прежде всего в Сибири и на Дальнем Востоке, ведь не зря же было создано министерство. И это посыл. Это вопрос, который так или иначе будет занимать все большее место в
дискуссия о путях дальнейшего социально-экономического развития страны, в любом случае. Потому что все объективные обстоятельства говорят о том, что у нас иных вариантов постепенно не остается. А вы сегодня на Западе не возьмете дешевую ликвидность, его там просто нет. Там свои проблемы. В то же время мы имеем значительные средства, которые сегодня лежат мертвым грузом и не расходуются на экономику. Возникает вопрос, будет инфляция, как говорят отдельные либералы. У меня к ним сразу несколько контраргументов. Во-первых, у нас сегодня в Европе и в США денежная эмиссия идет огромными темпами, и тем не менее никакой инфляции нет. А во-вторых... Дефицит бюджетный. Да, там наоборот дефицит. А во-вторых, мы направляем эти средства не на потребительский рынок, что, конечно же, может привести к определенному росту потребительских цен, а мы отправляем на создание капитальной стоимости. Это принципиально иная разница. И это, кстати, созвучно, если уж мы говорим о трубной отрасли, с одним из первых положений президентского указа создание и модернизации 25 миллионов новых рабочих мест. Где их брать? Вот, пожалуйста. 25 миллионов? Рабочих мест. Это один из первых указов президента Путина. Речь, причем, идет не о создании, как ошибочно трактуют этот пункт в прессе, а о модернизации в основном. Ну и о создании тоже. Потому что 25 миллионов мы в любом случае не создадим. Не будем говорить о ситуации на трудовом рынке в стране, да? Но о модернизации речь шла в значительной степени. Как один из вариантов решения этой проблемы, кстати говоря, подсказка правительству, трубный рынок.